Решил подключить к своим световым приборам контроллер DMX беспроводный, который был куплен на AliExpress. Ну, тут надо обратить внимание на то, что это модули именно 12-вольтовые. У них на обратной стороне распаяна цепь питания, которая позволяет им запитываться при напряжении от 9 до 45 вольт, как тут указано на плате. В комплекте у этих плат идет еще набор проводочков для подключения, шнурочек для внешней антенны. Ну, внешняя антенна полезна, поскольку корпус, как правило, металлический у приборов, может выступать в роли экрана. Хотя и даже без внешней антенны тоже работает, но с антенной работает на большем удалении. Вот я здесь приклеил сам модуль, подпаял его к разъему DMX проводочки. И здесь врезался в цепь питания, подключил питание, тоже он идет сюда. Аналогичным способом я подключил USB контроллер DMX через провод. Я его подключаю к такому же модулю, у которого выведена антенна, но требуется внешнее питание, здесь 12 вольт, поскольку с этого контроллера питание соответствующее не поступает. Поэтому нужно внешнее питание. И важно подключить правильным образом контакты DMX, чтобы они совпадали на этой плате и на тех платах, которые вы подключаете к световым устройствам. Ну, теперь проверяем на тестовом стенде, так сказать. У меня два одинаковых устройства, оба уже подключены по беспроводному интерфейсу, и к ним подходит только питание. И рядышком у меня лежит то устройство, которое я уже показывал, со встроенным контроллером. И к нему подведено внешнее питание 12 вольт. Ну и также шнурком подключен к компьютеру. Здесь мы запускаем просто тестовую последовательность и наблюдаем результат. Все отлично работает. Ну, скорость реакции достаточно хорошая, на мой взгляд. То есть вот я меняю поворот, и видно, что можно добиться и плавного передвижения, и быстрого. Ну, небольшая задержка есть, я думаю, этого не избежать при беспроводном интерфейсе, но она приемлемая. Рекомендую попробовать. Аналогичным способом можно подключить также и лазер. Как видите, здесь у нас есть только шнур питания, разъемы DMX свободные, и вот у нас есть антенна. Там спрятан приемник DMX, мигающий сигнал показывает, что есть соединение и передается сигнал. И теперь мы можем, например, менять программы для лазера встроенные, и мгновенно видим результат. Схема подключения аналогичная. Тут здесь я использую такой вот коннектор для обжима проводов, чтобы не отсоединять, не делать разрыв, не подпаиваться там к коннектору. Немножко он не подходит под этот размер проводов, они слишком маленькие для него, поэтому пришлось повозиться. Но это все равно лучше, чем вклиниваться в провод другими способами. И здесь вот к коннектору DMX я подпаялся. 3 проводочка подпаиваем здесь и плюс питание. Ну, напоследок я решил подключить еще одно устройство, вертушку такую вот с двумя фонарями. Здесь все размещено достаточно компактно, поэтому пришлось воткнуть контроллер там в свободное пространство, которое тут есть, и подобраться к пинам DMX разъема. Тоже пришлось снимать эти вот разъемы. Ну, в принципе, все то же самое, то есть питание, DMX контакты
И вуаля, все работает. Сейчас затестим. Ну, вот мой тестовый стенд снова собран. Здесь мы проверяем вертушку. Я подготовил парочку сцен. Все прекрасно работает, все каналы доступны. Ну, здесь, как обычно, уже привычным образом мигает светодиод, показывая, что передаются данные. Я считаю, что набор очень хороший. Мне удалось подключить все мои устройства, купив плашку из 5 этих контроллеров. Наверное, единственный минус — это то, что здесь есть, в принципе, функционал переключения каналов путем нажатия кнопочки. И вот меняется цвет светодиода. Упс. Но чтобы получить доступ к этой кнопочке, нужно вскрывать корпус устройства. Поэтому, наверное, это единственный минус, можно сказать. В остальном я считаю, что довольно хорошая штука, относительно недорогая. Да, надо повозиться с тем, чтобы интегрировать эти платки внутрь устройств, но зато ничего нигде не висит, не болтается, все внутри, и я считаю, что это большой плюс. Рекомендую к покупке. Если хотите повозиться с паяльничком, то в принципе нормальный вариант. Если вы не хотите таким заниматься, конечно, можно купить готовые киты, наборы и пользоваться ими. Решайте сами. Но я считаю, что это устройство довольно хорошее.